Не эти люди должны быть на плакатах, возмущается давно забытое и потерянное коренное население Российской Федерации. В Северодвинске чиновники-единороссы поместили свои лица на баннерах ко Дню Победы. Но на самом деле этим новость не ограничивается. Мне кажется, она настолько законченная получилась, настолько гениальная, что я, например, голосую против того, чтобы убирать плакаты. Ну давайте разберемся. В преддверии 9 мая на рекламных щитах в Северодвинске, Архангельская область, появились плакаты с георгиевской лентой и фразой «Гордимся». Но вместо фото ветеранов и тружеников тыла на них изобразили лица губернатора области Александра Цыбульского, председателя Архангельского областного собрания депутата Екатерины Прокопьевой и главы города Игоря. То есть это не первый случай, там вроде Медведев где-то в каком-то 16-м году что-то с кем-то выступал, там, то ли в Заксобрании или еще где-то. Ну как-то у них такие оговорочки бывают. Путин там с кем-то, с половцами сражался. И такие у них фразы, там вот помните, помнят-то не все. Вот, и поэтому, собственно говоря, кто знает? Кто знает? Все чиновники стоят в партии «Единая Россия». Ну, то есть вот сытые они, Россия голодная, то, что от нее осталось. В соцсетях местные жители возмутились. Они пишут, что плакаты больше напоминают рекламу представителей власти. Как-то, а что же еще предположить? И никак не отдают дань уважения настоящим героям Великой Отечественной войны. Ну да, как слегка подзабыли. Жители утверждают, что их коробит. Но еще как мягко высказываются жители. Мне кажется, жители просто еще не полностью осознали вообще, что они увидели. Мне кажется, они так трут глаза. Победа – это заслуга исключительно наших бабушек и дедушек, безусловно. Ну вот пишут местные чиновники здесь каким боком. Нужно вешать, я бы здесь точку поставил в каком-то смысле для образности и точности. Тем не менее, это начало следующей фразы. Нужно вешать исторические фото, например, знамя победы над Рейхстагом. А это не история, это политика и реклама. Да какая политика, дорогие мои, это безумие, вот сказал бы я, но люди, как было сказано мной же выше, крайне корректны. Администрация Северодвинска оставила комментарий под постом в одной из местных групп во ВКонтакте, заявив, что раньше они размещали портреты ветеранов вблизи мест их жительства. Это вообще просто я не знаю. Но их фото и адреса стали использовать мошенники для обмана, поэтому в этом какой-то отмаз такой дурацкий на плакате нельзя, потому что иначе находят ветеранов, что за бред. Поэтому в этом году, ну поставьте ветерана, я не знаю, мертвого какого-нибудь, не знаю, Рокоссовского, там, не знаю, Жукова, я просто, кто кого находит, они что несут, тут кто-то мне может объяснить. Поэтому в этом году администрация города решила, а вас найдут там, ничего не боитесь, смелые, решила перейти на более безопасный формат. То есть они никому не нужны, все, я понял, то есть Единая Россия, если кого-то вешает, что хоть рядом с домом, хоть не рядом, там никто даже искать не будет, такой, может быть, плюнут, вытрут и пойдут. Все, понял логику. Они сами себя слышат, ну я каждый раз это спрашиваю. Поэтому в этом году администрация решила перейти на более безопасный формат, а фотографии ветеранов теперь публикуются в СМИ, газетах, на телеканалах, фотоальбомах и специальных выпусках. А то место, которое, да, вот, там, значит, они. Флаги, баннеры, цитата идет, с общими символами победы и поздравления официальных лиц размещены традиционно, даже в сокращенном количестве. Акцент на ветеранах сделан лишь, другие источники сделали, значит, вот, добавили в администрацию. Ну, в общем, пытаются как-то отговориться. В ответ местные жители заметили, что большинство ветеранов уже умерли, а значит обмануть, ну я тоже, это первое, что пришло в голову, обмануть их невозможно. Ага, мошенники год ждут фото ветерана, чтобы что, кредит на него оформить. Администрация, прекратите держать людей за дебилов. Вот пишут люди, ну как-то, да уж как-то. Администрация, ну вы хоть когда, ну как-то отмазываетесь, ну хоть я не... Вот мне кажется, что они даже когда отмазываются, как-то то ли не сами, знаете, там дают, как может секретаря взяли там, по внешности, а не по умственному наполнению. Да, и то есть это просто, ну, глупо, да, даже сама отмазка еще глупее выглядит, чем ну, глупость с плакатами. В Совете ветеранов войны и труда Свердловска заявили, Северодвинска, извините, осторожно, новости, что в организации видели плакаты и, конечно, повозмущались решением администрации города. Ну, а по-моему, как раз все точки над «и» расставлены. Вот он их патриотизм. А что вы хотите? Вот я настаиваю, не снимать. Все должно выглядеть так, как оно есть. Понятно, что в такой день на эти лица должны быть, что не эти лица должны быть на плакате. Но есть продолжение. Я уже не знаю, может быть это The Insider публикует, но это на многих площадках. С Днем Победы тоже обнаружено орангутан Бату из зоопарка имени Шило поздравил жителей Новосибирска с Днем Победы. Прокуратура вместе с Роскомнадзором начала проверку. Обезьяну просто поставили. С Днем Победы и обезьяна. Понимаете, отдельно единороссы и День Победы возмущает. Отдельно с Днем Победы и обезьяна возмущает. Но я считаю, совершенно необходимо просто сделать ряд единороссы и обезьяна. Это же идеальная композиция.
Я просто, да, вот, друзья мои, ну смотрите, если две новости наложить одна на другую, возмущение общества спадет. Общество, ну напишите. Ну, я, бывает, попадаю вот в ваше настроение. Мне кажется, вот так вы бы ничего не сказали. С Днем Победы, потому что, знаете, здесь такая легкая наша славянская ирония, что если бы фронтовик увидел обезьяну, он бы расстроился. Ну, так вот как-то вот вернулись они, как-то вот из прошлого пришли, увидели бы единороссов, разбили бы, наверное, рожи ногами. Но увидев единороссов и обезьяны, то есть вот такой путь, они бы сказали, ну да, вот такое тоже бывает, и в наше время такое было. Давайте, люди, пойдемте там рюмочку поднимем, да, и так за победу. Мне кажется, вот в этом случае была бы совершенно законченная история. То есть обезьяны, ну и дай бог здоровья, потому что животный мир тоже живет благодаря подвигу ветеранов. Это не ассоциирует, то есть всякое живет. И помойки тоже где-то есть, и городские свалки есть. И это часть жизни общества. Просто есть помойки, свалки, орангутаны и единороссы. А есть люди, которые помнят этот подвиг. Гениально! Я считаю, что дополняет, но по раздельности возмущает. А я считаю, надо совмещать. На праздничные баннеры к 9 мая обратили внимание жители города в соцсетях. Они сочли использование фотографии орангутана для поздравления с Днем Победы неуместным и стали критиковать руководство. Очень корректный народ, но я вам серьезно говорю, если совместить, то и смеялись бы, и улыбались бы, и махнули бы, вы сказали, точно. Или нет? Вот пишите, я не собираюсь от вашего имени говорить, я же не эти, которые на плакате, то ли на том, то ли на этом. А в итоге прокуратура вместе с РКН начала проверку, сообщил ТАСС. Да не надо проверять, еще раз говорю, поставьте просто, лучше из двух плакатов сделать один. Директор зоопарка Андрей Шило признался, что не видит негативного посыла в бан. Да, конечно, нет, Шило, тебя в мешке не утаишь. Так что ты давай, значит, успокойся. И объяснил, что это благодарность от животных за спасение. Вот, видите, я же об этом. Просто их надо вместе. Единорос, Шило. Мне это тоже... Вот немножко, да, вот смотрите, Шило он соображает. В годы Великой Отечественной войны, конечно. Замдиректора по науке Ольга Шило. Это Ольга Шило. А там и Андрей Шило, директор зоопарка, и замдиректора по науке. У них что, семейный подряд? Коррупция, что ли? Коррупция, да? Шилы. Вы что, коррупция, что ли? Рассказала изданию «Подъем», что баннеры, вот засветились все прямо за них жалко, обидно. К 9 мая украсили не только бату, но и другие животные. Да, мы в курсе уже, я же только что новость читал. Шило. Ольга, уже в курсе, там единороссы, мы в курсе, да. И говорит, и другие тоже. Есть цитата, это же зоопарк. Шило, ты просто мне день сделала, вот в преддверии, сейчас еще 8-е, ой, когда я это записываю, Шило, ты сделала мой день и 8-е, и 9-е. Это же зоопарк, без сомнения. Логично, что животные размещаются и на баннерах, да, они где только не размещаются, лишь бы не гадили, которые в том числе говорят спасибо, да, да, у них такие ряхи еще вот у некоторых. Есть Россию, да, нет, да, тут предложение. Есть с бурым медведем, есть со львом, они едят все подряд, они скоро и зверей съедят. У нас 5 видов плакатов размещено с разными животными. Ну, в курсе, да. Почему именно к орангутангу возникло такое внимание? К какому орангутангу? Оленька, успокойся, мил, господи, успокойся, Оля. Иди вон к этому, к Андрюше. К Андрюше иди, Оля, сядьте рядышком, значит, и успокойтесь. Все. Вообще про орангутана никто ничего не говорит. Вообще не про орангутана речь. Речь не про орангутана. Успокойтесь, мои хорошие. Почему именно к орангутану? Ты все, Оленька, ты все неправильно поняла. Ведь если медведь размещен, никто не возмущается. Конечно нет, моя хорошая, сиди, отдыхай. Чем орангутан хуже? Оля, все, успокойся, купи мороженое. У него там красивый, сильный, мощный взгляд. Совершенно, Оля, ты просто... Я предлагаю назвать вот этот день, давайте Днем Победы, вот этим, да, 9 мая, присуждать какое-то имя, имени такого-то, ну, раз уж все равно, я так понимаю, еще лет 500 будет это каждый год, потому что никто и помнить не будет, что празднуется. Я предлагаю каждый год давать, какое-то имя, да, то есть год кого-то. Я предлагаю год Ольги Орангутановны, Шило, Ольга Шило. Сегодня День Победы имени Ольги. Мне кажется, не знаю, предложение, обсуждайте. Вот я свое высказал. Высказывайте свое в комментариях и увидимся. Главное, берегите себя. В любом случае, конечно же, эти люди совершили подвиг, это совершенно понятно. Это были Красная Армия, Советский Союз, там очень много прекрасных наших замечательных украинцев ложились костьми за победу. Это были прекрасные люди, замечательные. Русские там тоже были, кстати говоря. Там вообще много кто был, кстати. Да? Так всех перечислять устанешь, там и французы, и американцы, регионы различные, да, опять же, Северный Кавказ есть, все знают этот
народ, он просто все время на слуху, все время, так сказать, осетины. Вот, да, такие у них больше всего наград было. Ну, такие какие-то удивительные ребята. Вот, так что, еще, да, чтобы не обидеть кто-то другие, ну так, я не сложился. Ну, там еще, да, от общности просто больше-меньше, поэтому на душу населения, как бы, вот, по-моему, они брали призы. Ну, в каком-то там не было призов, конечно, но наград было очень много. Но я к чему? К тому, что все, кто-то ложился, кто-то продался, кто-то коллаборировался, хоть трава не расти, плевать, да, хоть немец придет, хоть еще какой-нибудь царек придет, хоть величие какой придет, да, лишь бы продаваться и прогибать. Так и есть, так и есть. А что поделаешь? Они не могут не есть, к сожалению, Россию время от времени, да, вот я про коллаборантов, а вакуум подумали, увидимся, берегите себя, процветания вам, вашим близким, дорогие мои, в любом случае. Кстати, Зеленский там уже высказался о том, что ну, как бы дает второй шанс. То есть, давайте не стрелять. Вот реально. Мне кажется, он идет на конфликт со своим обществом. Все равно, вот, я не думаю, что из уважения, там, где началась Россия, но я думаю, что он все равно понимает, что этот праздник, ну, как бы, очень для многих важен. Посмотрим, кстати говоря. Вот для меня вот-вот начнется 9, и я, честно, где-то... Мне бы хотелось, чтобы все равно как-то... Ну, был бы этот день. Ну, я имею в виду, вот, просто, чтобы пушки помолчали. Ну, не знаю, да посмотрим. Не хочется забегать, сейчас все уже политизировано. Берегите себя, самое главное.